Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Хочется влюбиться, чтоб души полет. Только муж вот против, говорит, прибьет. Вот и мне хочется пошить из новых красивых тканей. Но после предыдущей работы у меня остался мусор. Полоски хлопкового тина и мелкие обрезки ткани. Сначала поработаем с ними. Для начала мелко порежем эти отходы и перемешаем. Этого количества хватит на 2 заготовки. В качестве основы возьмем кусок марли. Ровным слоем выложим на него текстильный мусор. Потом тщательно подвернем края. Обычно прихватки делают размером 17 на 17 сантиметров. Будем ориентироваться на эти цифры. Готовые самокрутки, свертки надо хорошенько проутюжить с паром. Это облегчает дальнейшую работу, все лежит ровно. Следующий этап работы. Наши марлево-мусорные заготовки прошиваем, простегиваем на швейной машинке. Лучше всего шить швом зигзаг в 3 стежка. Его еще называют трикотажный шов. Он более эластичный, чем обычная строчка. Такие заготовки можно нашить впрок и использовать их по мере необходимости. В сегодняшней работе хочется максимально уработать весь мусор. Поэтому в качестве декора будем использовать кромки. Обычно швеи их отрезают и выкидывают. Дизайн придумаем самый простой. Шить будем в технике крейзи. В центр укладываем самый яркий красивый лоскутик. Делаем его пятиугольной формы. И начинаем потихоньку по спирали обшивать его кромками. У кромок один край плотный, обработанный. Строчку прокладываем именно по этому месту. Цвет полосок можете подбирать по своему вкусу. Но мне хотелось в центре собрать розово-красные оттенки. Процесс работы творческий, медитативный. Мы же не знаем, какой именно цвет нам подойдет. Когда закрыта серединка, на краях переходим на зеленый цвет. Условно это листья. В процессе работы наша заготовка немного растянулась, увеличилась, поэтому не обязательно заполнять ее всю, до края. Тем более потом края будут скрыты.
Готовые детали получились довольно плотные. Можно на медведя ходить. А сейчас приступим к оформлению. Вы же знаете, что если даже самую неказистую работу оформить в красивую рамку, чтобы было дорого-богато, то любая мазня становится шедевром. А мы возьмем кусок ткани размером 25 на 25 сантиметров. От каждого угла отложим по 5 сантиметров. Потом соединим эти точки и срежем углы. Был квадрат, стал восьмиугольник. Для следующей работы нам нужна полоска ткани с шириной 3 сантиметра. Сложим их вдоль пополам, наметим середины и пришьем эти полоски к длинным сторонам восьмиугольника, оставляя немного свободные концы. Полоски прикладываем к лицевой стороне. Пришитые полоски отгибаем, чтобы все припуски на шов оказались внутри детали. И тщательно проутюживаем. Дальше сгибаем наши детали по диагонали, совмещаем срезы и намечаем линию шва. Таким образом мы прошиваем все 4 угла. После этого отрезаем лишнюю ткань и выворачиваем заготовку. Размер получился 18 на 18 сантиметров. Примеряем нашу красивую лоскутную деталь. Лучше всего отрезать лишнее. Цветные заготовки вкладываем в получившиеся конвертики. И последний штрих. Прошиваем на швейной машинке, фиксируем лоскутную деталь внутри этого конвертика. Да, здесь надо будет проложить 2 строчки. И по желанию можно сделать еще шов и по лоскутной части, чтобы эта серединка не топорщилась. Получилась прелесть прелестная. Как показывает практика, такие вещи редко используют по назначению. Обычно они просто висят, украшают кухню. Стирать их вряд ли кто-то будет. Если даже будут пользоваться, то когда они прогорят, просто выкинут и сошьют новые. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. И у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно поделитесь этим видео во всех соцсетях. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!